Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на такую неподготовленную почву. Это вот примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились, от которой отскакивали факты, многочисленные факты, которые мы сегодня приводили, напоминая и о подробнейших разъяснениях, которые по этому поводу давал президент Путин, другие наши представители. Но я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют. Вот вы процитировали заявление госпожи министра, что заявления России об отсутствии планов нападения на Украину являются фальшивыми. Но эти заявления делает не только российское руководство. Эти заявления делают, например, в Пентагоне. Я совсем недавно об этом читал. А там люди серьезные, они со спутников наблюдают все, что происходит. Причем происходит, подчеркну, на нашей российской территории. Подобные же заявления делает министр обороны Украины. Президент Зеленский призывает не паниковать. Но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия от всей этой истерики несет украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих вот всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать. Мы уже, кстати, задумались сами. Может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем не основному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег. Это очень печально.